Так, вроде все. Запустили. Всем привет, привет. Леха, привет. Слышно Привет. меня? Так, Да. мы вроде запустили, да, вроде все должно работать. Привет, привет, 907. Так, 910. угу. Так, что-то у нас 2 секунды. Так, сейчас остановим и нажмем еще раз. Сейчас, погоди. О! Все, полетели. Все, полетели. Всем привет. Сегодня с вебкой. Вот. Леха, привет еще раз. 10-й раз. Так, видно, да? Все, все вроде видно. Музыку потише сейчас сделаем. Вот так вот. И чатик врубим, самое главное. Привет, привет от Ухтишки. Привет, Ухтишки. 909, 912, 908. Так, ну чё, будем обозревать, так сказать, самый сильный аккаунт в игре по арене. Хотя сейчас там уже вроде не 1 900 000, да, но этот баф забрали. Война альянсов упала. Да, баф забрали. Так, не лагает, да, надеюсь, там у нас ничего? Или лагает? Все, вроде не лагает. Че, будем потихоньку это делать? Душа, да, будешь пока ставить? Ну можно, да, душу поставить. Давай. Все-таки Скорпион, да, ставим? Да, думаю, да, Скорпион. Потому что душа для этого чудища, она больше, если он падает, то есть смысл его защитить душой. Ну да, если у тебя он не падает. Поэтому мы что думали? Там, Так может, сказать, какие вопросы? врываем. Ну, пока вопросов нету, поэтому... Мы сейчас будем полностью от А до Я. Но там, если какие-то будут вопросики по аккаунту, спрашивайте. А ты, кстати, трать синенькую же. И ты же не синенькую тратишь вроде. Стой, стой, А у стой. меня другой нету. А, да? Тогда ладно. Да, видишь. Ой, нормально, нормально. Вот так вот рейд-кликом делается красная душа. Так. Что, она много подняла? Ну да, неплохо. Я не засекал. Там 280 с чем-то было, уже Да. десяточку почти, да, Ну, десяточку. видишь, не докачан, пока качается. Рун надо просто очень большую кучу. Изображение растянуто, да, я знаю, это я растянул изображение немного, чтобы по бокам было видно этот, ну, черного, чтобы много не было по бокам. Поэтому чуть-чуть растянул изображение, я думаю, это не проблема. Лучше типа так, чем много по бокам. Ну, что, не знаю, арену показать. Показывай. Привет, привет, Ярик. Привет, Ярик. Hello, Ярик. Ну, ты на втором месте, как уже говорил, ты просто не атакуешь, там друг сидит, потому Да, что... да, у нас. А то спрашивали, почему на втором месте. Вот. Ну, у нас этот друзья, Трисит, наша подруга из Испании. Ты лучше покажи колледж, сколько ты там закинул. Колледж. Колледж прокачан нормально. Ну, я больше магов качаю, физы у меня слабые. Поэтому, ну вот, маг. Ну, ты сюда сколько, 1100 закинул или больше кристаллов? Да больше. Тысяч- Намного. Намного, больше. да? Я Ну, не знаю, я не читал, но больше. Ну, ты сам посчитай. потому что, да, да, конечно. ну, Ну, там... допустим, вот мы сейчас посмотрим, да. Ну, допустим, вот это ускорим. Вот. Вот мы сейчас ускорили клинты, да. Да, на 700. И сейчас сколько он просит? Ну 15. да, 15 тысяч. И так ты дофига... Да, так слышишь, ты, наверное, Поэтому- ляма пол закинул туда. Ну да, думаю, где-то так. У нас сами считал Святогор, мы какое-то время записывали. Мы считали, сколько по годам, ну, насколько ускорили. Угу. И ну, сколько кристаллов получалось. У Сани где-то есть запись. Ну, я да. думаю, минимум 1,5 года ты ускорил себя, потому что если считать по Больше, 700 часов, больше. там, да, еще больше. 2 года точно. Да, вперед. В колледж, да, с колледжа ускоряет, конечно. Вы понимаете, тут прикол в том, что типа топ-1, вот топ-1, да, кто на своих серверах, у них совсем по-другому все идет, весь расчет. Тратят все по-другому.
Конечно, не ускоряют тоже. И не только здесь он тратит, и еще и в снаряге там, дай боже. Да, самое дорогое в этой игре это вот снаряжение. Потому что вот мы с Левой тоже замеряли, если камень, ну, допустим, А вот задим любой, да. 31 уровня, да, а ты добавляешь Т7 16 уровня, то нам, по-моему... Один уровень еле апнулся, да. Один еле-еле, и то потому что там уже было. Поэтому качать снарягу это вот самое сложное для топов, но это единственное, во что ты не упираешься. Потому что бывает, ты вот докачал артефакты, докачал, все докачал, и упираешься по силе. И где ты можешь разогнаться, это единственная академия, снаряга, ну и в данный момент колледж, ну, колледж, я думаю, тоже скоро закончится, в него тоже упрешься. Единственное, вот я не знаю, сколько нужно в академию, чтобы в нее не упереться. Ну вот, у меня 14 левел. И сюда максах, да. Тут, вот видишь, еще качаем. Но тут только часики тратишь, правильно? Да, конечно. То бишь везде ты запрашиваешь, везде их покупаешь. Ну я тоже все так делаю. Да, везде. Вот Везде, где возможно. здесь я заказываю, вот покупаю, там, запрашиваю всегда, вот там стандартный запрос. И больше часиков. И больше академий. Спрашивает, как ты купил Т7. Hello, Francesca. He just buys it. He spent diamonds and some money for get more T7 gems. You should spend really more for this. Привет. Что ответить по камням Т7? Он говорит, да я уже ответил. И говорит, как ты, говорит, так много Т7 получил? Так они же собираются вот тут вот. Вот тут вот их можно крафтить. Тут крафтить, да. А ты так и крафтил, да, по сути? Конечно, крафтил. А по-другому ты не соберешь. Сначала ты собираешь, который у тебя есть, но чтобы вот на эту вот нужно первую золотую звезду нужно 40 Т7. 42 там вроде было, да. 42. Ну, там на сайте вроде было. Ну, там, в общем, в конце нужно 64. То есть 8 на 8. Все должны быть Т7, правильно? Да, вроде? в конце должны Т7 на все. Да, вот. очень дорого. По артефакту вот у нас... О, артефакт красный. Азраил. Страшно смотреть. Да. Так что ты до сих пор не решил, да, что будешь делать портом? Да, надо вот либо бруни повышать для пака, для сбруни, либо продолжить все-таки Азраиля доделывать, но мы его все равно не доделаем. Чтобы его доделать до 70 уровня, нужно сколько? 120 и 160, 280. У меня их, ну там в районе 200. А ты можешь магазин дойти поставить, там, ну там 200, да, вот это было вроде. Да. Ну тут вот по сути, просто помнишь, я тебя спрашивал, это смотри, если ты сейчас будешь жить Бруню, и на следующем ивенте купишь себе все стелы, у тебя будет здесь, по сути, или здесь тоже не будет у тебя, потому что... Нет, не будет. Смотри, ты сейчас на Бруню потратишь, надо 160 потратить. Да. Грубо останется говоря, 40. И потом еще сколько там с ивента получать, я уже забыл, надо посмотреть. Да, то что там не хватит. Ну сейчас надо думать. Даже сейчас не хватит его доделать, смотри. В этом и прикол. Сейчас не хватит, но зато если ты сейчас потратишь в него, то у тебя потом по-любому хватит на него до 100 довести. А вот теперь надо думать, сейчас делать или не делать. Не знаю. А новая обнова пришел? Да, новая обнова пришла новая обнова. Но не на нашем сервере, на тестовом. А что по талантам? Сейчас зайдем по талантам. Да, по талантам. По талантам, ну вот эти таланты, хлеб. Хлеб. 51 человек. Да мало, надо больше. Давайте до сотни доведем. Закройте 2 аккаунтов, с 2 этих. Ну вот, таланты вот так вот. Ну видишь, даже у тебя, да, до сотни не доводится. Так сейчас сложно очень. Много, да, надо? Это ну, капец. у нас нет шахты, которая приносит. У нас шахта с факелами, нам не капает хлеб. Ну вот так вот дотягивается, потихонечку делаем. Ну таланты 100%, ну это капец. У нас есть шахты хлеба, но все равно сложно. Does Teresa ulti change look with... we don't know, because we have not red artifact on Teresa.
We have only orange. It's long way, yes, it's very long way. С ФБ, ребят, это к разрабам, наверное, и как они там делают. Но и пока что ничего не сделали. Видите, у нас нету доступа к аккаунтам никаким, мы ничего не можем. Если было бы ФБ, уже был бы и стрим по Неверленду на другом аккаунте, но зайти не можем на аккаунт, потому что нет ФСБ. Ну вот по молитвам вот так вот как бы. По молитвам 100% ты сколько туда закидывал, чтобы сделать? Короче, чтобы А ну покажи сделать, любую, вот все, нажми на все, посмотрим. Не, ну зайди на, ну, проверни вверх сейчас, еще выше. Да, и нажми на Лилит. Все оранж, да, по сути? Да. Чтобы сделать с 99 до 100, нужно потратить намного больше, чем сделать ее на 99. В разы больше. Да, Вот. это Поэтому по сути... они, видишь, все в основном 99. Ну вот тут подтягивается новый герой. Не спеша. Потихоньку, не спеша. She is 100%, she is 100%, but orange, not red, just orange. Если с легенду снять про Будды, на набранный опыт пропадет. Опыт пропадет первый, конечно. Но очки, которые ты первые делаешь, пропадут, понял? То есть там же, первый этап не пропадет, но второй этап пропадет. Вот как-то так. У меня только один на 100% намолен с Тереска. Ну, у меня на аккаунте тоже. У меня на аккаунте я могу сейчас, по сути, там за 2-3 месяца довести, там, 6 будет 100% у меня. Или, да, 6 где-то будет. Вот, по аккаунтам, кто вот качает, сначала рекомендую тоже всем сделать по 20 героев, которых используешь, а потом уже поднимать выше до 50. Ну, а если у вас только арена, то... Ну, я просто понял, например, ты советуешь, вот у кого там все хорошо, а у кого все ужасно, то лучше 5 героев до 20, и вот 5 героев тащить, потом, а потом уже, да, потом возвращаться туда. Да. Что за безумный онлайн? Ну так, а что ты хотел? Онлайн безумен. Заходи, заходи с 3 аккаунтов, как бы, будет еще безумнее. Но мы еще, как бы, сейчас думаем насчет артефактов, как бы, сложно на самом деле. Так сразу не закинешь туда. И, кстати, кнопки отменить артефакты нету. Я про молитву дракона. Снять нельзя, видите? А как ты делал второй красный, чтобы засунуть сюда? Вот у тебя есть один красный, как ты его делал, чтобы вот этот еще один был красный? Ну, ты просто заходишь, видишь, он тебе показывает, что сначала вот этот, потом ты первый уровень получаешь, потом 50, и потом делаешь красный, и только потом объединяешь. И по сути у тебя будет еще один лишний висеть, да? Что? У тебя будет еще один лишний висеть, да? Типа, ну, ты сейчас нажмешь ОК. И ОК, они соединятся. А, понял. Я про молитву дракона молитвами 100%. Теми самыми, которыми я на ролике показывал. Синие обычные молитвы, только ими. Да, синими просто это ставишь на авто. Вот, на плюс 30. Заходишь. Так, не сбить бы. Будет весело. Да, так этот. Раз ставишь на авто, выбираешь вот эту вот. И погнал, сколько есть. Вот так, допустим, да. И смотришь. О, плюс 10, неплохо. Это очень хороший результат. Ну, забей, не делай, лучше оставь, потому что ты же сам понимаешь, что это сейчас нет смысла это делать. Снизу слева огонь. Да. Кодексы я еще не доделал, вот они у меня потихонечку растут. Я их поднял до 4 звезд, и сейчас пока собираю с этого, копится, а потом в один момент я их просто все подниму. Ну правильно, у тебя же все герои, да, по сути, тебе надо все качать. Ну да, героев много, поэтому, да и когда выходят, поэтому я с ними, ну, как бы не спешу. It's really too expensive. Do red artifact on one single hero if you want. Yes, it's not very. It's very, 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 very expensive. It's crazy. But if you top 1, you should spend on this if you want to be strong always. So he spent and he have, as you see, really more power. О, вот здесь тоже интересно многим. Да. Здесь очень дорого, это да? очень дорогая штука на самом деле. И самое, к сожалению, то, что рандом. Я очень не люблю рандом. И есть многие топы, которые используют один цвет, чтобы им добавлять. Я как бы не использую только желтый.
я 3 качаю, вот у меня какие выскакивают, я вот такие, грубо говоря, так проверяю. Ну, в двух словах, Зеленый, да, вот мы сейчас его на желтый. Вот. Ну, значит, синий. синий собираем. Да, значит синий, да. Вот. И вот так. О, Вот. синенький. О, так Пошла можешь сейчас закирачить. волна. Пошла. У! И это очень повезло. Сколько мы потратили там? Ну, Копейки, это очень повезло. Это капец. Да. Улучшай. это очень Взлетели. повезло. Это, видимо, потому что все смотрят. Чё, карно. Ну, желтых у тебя много или нет? Ну, синих, я думаю, у тебя больше. Вообще, если так, по сути, брать, либо синий, либо зеленый, я думаю. Я думаю, не стоит так много тратить. Ну, хотя трать. Просто видишь, у тебя желтых мало героев, желтый вообще нет смысла делать. У тебя красных Желтых тоже я немало. специально не ставлю даже желтый. Правильно, всё, правильно, не надо, я вот. его исключил И просто. красный тоже можно исключать. Ну, хотя красные как бы... Не, красный у меня уже, смотри, 12. Я уже его не брошу. Потому что Но синий и зеленый очень хорошо заходят в основном. Ну, согласен. Как видишь, Лустья зеленая, Флинт зеленый. Привет привет Бахрейну, привет. М. Привет, Сань. Саня залетел. Главное не утопи телефон. Сейчас через 2 Так. минуты в Дискорде. Бля, я утопил телефон. Так, ну что Там еще? кто-то факи скидывает, но это ничего не видно. Чат закрыт. Так, что еще? Вы можете войти в игру, так, Facebook не работает до сих пор. Привет, Фракталии, стоит еще раз взять лид, чтобы качать до 4 звезд или другой герой. Да, бери лид, если тебе еще раз лид выпал, то бери лид и качай до 4, до 5 звезд. Если взялся за лид, то делаешь до конца. Если взялся и делаешь 3 звезды, то можешь выкинуть ее в помойку. Что там у вас веселого на чате? Ну, Да. кто-то как сюда. Кто-то пишет Архангел. Хе-хе, привет. Ты какой национальности? Какая разница, кто какой национальности, так сказать? Нет, или как там Каха говорил? Кто говорил? Да Каха как-то говорил. Там тебя, говорит, какой-то национальности, говорит, русский, что ли? Я русский. Привет, привет. Че, не видишь никнейм какой, Пересвет? Подумай. Подумай дважды перед тем, как задать вопрос. МНМ, как там твои эти штучки, когда будет? Спроси, сколько он в месяц тратит. Говорит, сколько ты в месяц тратишь? Я не знаю. $500 за год. Человек не знает, сколько он тратит в месяц, никто не считает. Ты не думаешь об этом. Да. Это как просто пойти в бар, по сути. Ну да, кто-то сходил вечером в бар, а я вон, допустим, сходил в игру. Вот и все. У него Думия есть тест надо? Думия есть, да. Ну, тест, Думия, ну, она тест пока тест можно сделать. Начинающая Думия. Да, ну тест можно сделать, потому что у него... Ну, у тебя она уже как бы хорошенькая, уже там против слабеньких можно ее затестить. Ну, там... Что-то вообще по урону не то заходит, я не знаю. Пока, да, что-то не показывается. Вон у этого, у Вильяма есть она, но он что-то, не знаю как. Вот Ну надо да, у него да. спросить, видишь, она у него 6-го левела уже. А что у него там по этим, по ядрам? Давай заглянем хотя бы. У кого? У этого, у Думи. Ну, он зеленый поставил, а мы еще не смотрели по ядрам у Думи. У Думия, ну давай посмотрим. А вот так он уже ответил по национальности. Русский. Зеленый уровень уклона. Давай дальше. Просто видишь, у него зеленый стоит. Уровень крит удара, здоровье, восстановление энергии, уровень уклона. Блин, ну вот уровень уклона круто, но восстановление энергии это бесполезно. Вот в чем обидно. Ну, понимаешь, мы когда тестили, он не живет вообще. То бишь, конечно, может быть из-за того, что он совсем еще слабый, но как бы Лустью ставили такую же слабую, она жила, а он просто выкачивается сразу. А ну-ка еще раз. Поэтому вообще непонятный какой герой, и вообще непонятный ивент на него был, на мой взгляд, вообще очень неправильный. Ну, ивент Кидалова был, по сути, они кинули вначале всех Кидалова, топов, да. а потом кинули половину людей, которые не успели сделать 14 за этот момент. Но зеленый хороший, потому что уровень уклона есть. Может, из-за уклона поможет хоть как-то, а так не знаю. Скорее всего, да, Вильям про это думает. Но вообще у нас в основном магические команды. Вот ему вот желтый подходит, но я желтый не ставлю. Желтый, да, тебе не надо ставить. Синяя тоже хорошая. Маг-атака, скорость да, атаки. Ну, скорость атаки, скорость хорошая. Но, наверное, синяя лучше будет. Фиг его. Ну, крит удар, зачем ему крит? Он не критует. Типа он не критовщик. Это не Брунгильда никакая. Восстановление энергии. Это вообще бесполезный. Ну, то есть это можно его на 0 умножать. Потому что это то, что понял в компании в конце боя. Понял, да, что это такое?
Прием, прием. Так. Что-то у нас со связью отвалилось. Так, пока связь там восстанавливается, по вопросики почитаем. Что у нас тут интересного? Война на 97-м идет? Да, идет. Леха, тебя не слышно? У нас было очень жарко. Да, у них было вначале жестко. На Думе уставится кошмар. Я кошмар поставил. Но Агарес тоже неплохо. Но кошмар, наверное, лучше будет. Так. А может зайдешь, выйдешь с Дискорда, может тогда зарубиться. Сейчас, 2 секунды, ребят. Либо, а ты меня слышишь, кстати, напиши, если ты меня слышишь. О, вроде слышу. Да, слышу. Так, сейчас 2 секунды. Угу, все, заработало. Сейчас, я на секундочку отойду. Давай, я пока вырублю этот экранчик. Так, что у нас тут интересного? Стоит хлеб тратить на Стоит тратить хлеб или лучше героя заливать? Хлеб тратить на командирку? Это как хлеб на командирку? Ты о чем? Что-то не понял вопроса. How much expo... 147. Хорошо. Спасибо. How much VIP? Что-то я не понял. Half. He need halfway for this. He will show. Just wait. Можно играть в медитации, 3 точки вроде есть. Да, сейчас тоже глянем. Что за наушники? У меня? Наушники... Обычные наушники. А ну, сейчас посмотрим, как там нормально. Ой, у нас уже 57 человек. Че, обычные наушники? Называется X что-то там. Я их, короче, в метро покупал. Прикольные наушники, да? Как вам рамка, кстати, прикольная? Фиолетовая такая. Жаль, не было фиолетовой кофты у меня. Сорян на капитанку. Короче, насчет капитанки, ее лучше покупай в магазине. Сейчас Леха придет, покажу. Затести, думаю, что ей надеть. Но я думаю, все-таки лучше кошмар надевать. Даже без теста я бы кошмар бы надел. Почему Сью в большей половине случаев ультует в Феникса? Ну, это странно. Она же в основном вроде типа а-ля рандомно ультует. Так, я что-то... 2 секунды. Нечаянно Леху замутил. Ты здесь, да, Лех? О, я и говорю, что-то не слышно. А я просто, ты там по телефону говорил, я решил тебя замутить, чтобы ничего не было слышно, понял? Угу. Да. Да, я поэтому замутил. Так, почему... Я не знаю, честно, сколько. За сколько я купил? Сейчас скажу. 400 гривен, не, 500 гривен это сколько? Около 35 баксов, наверное, или 40 баксов. Сонику либо Гагарас, либо Кошмар. У меня стоит Кошмар. Так, есть какие-нибудь вопросы еще? А ты вруби этот экранчик, вруби. У меня не работает. Угу. Ты врубил, по сути, ты врубил мой экранчик. Погоди, а что, у меня там трансляция идет? Да, я трансляцию включил, лол. Ты сейчас включи трансляцию, чтобы я заскочил. Видите, у нас 2 пересвета тут. Один транслирует, второй говорит. Это когда менты, да? Один пишет, другой... Да. Один говорит, другой пишет. Она ультует на того, у кого меньше хп. Ну, может, кстати, да. Наверное, если из-за этого, то, походу, из-за этого ультует на него. Насчет капитанки, а ну-ка, зайди в этот... Ну, сейчас, зайди в таланты опять. Таланты. В этот хлеб, там, где хлебушек. Не здесь. Ну, либо да. Нажми желание звезд. Нажми маг талант. Нажми ОК. Вот смотри, тот, кто про капитанку спрашивал, видишь, здесь написано вот за 910 то и то. Если ты хочешь капитанку брать, то только здесь и покупай. Не надо на него хлеб тратить. Только вот здесь тратишь 900 монет вот этих вот и покупаешь.
Это самый дешевый, самый простой способ покупать капитанку на героев. Просто жди, в один прекрасный момент будет таймена капитанка, которая тебе нужна, и все. Пересвет самый топ на всех серверах игры. Ну, арена, да, самый топ. Можете зайти на Magic Rush Help, там есть Ну, топ-арены и увидеть. Это по одной арене. Это по... вот Ну, я же поэтому. написал по арене. Да, по арене. А вот здесь вот, по-моему, у меня я 10-й по этой арене. Но она, видишь, у меня не докачана. Ну, по сути, ну, в битве ты же понимаешь, как бы тут уже упора там особо нету. Если надо будет, ты можешь заскочить. А Ну, так, это да, потихонечку. часто очень важная арена это. Те же на арену, типа, врываются. Ну Пожалуйста, да. пожалуйста. Вот башня, что вот мы тут с этим, с Кельвином боремся. У нас война идет. Сколько у тебя в час в башне выскакивает? Много, да, там? Слушай, по-моему, если первое место А ну одержал, вот нажми на прилично. крестик сейчас. Вот там 6 написано 250. 60 тысяч. Но это 60. очень много. Это да, это хорошая тема. Да, толку-то, это, блин, его столько надо, но в основном сейчас уходит вот на это вот. А слушай, а ваш альянс не топ-1 или не топ-1 в башне? Это тоже очень много влияет. Кто? Ваш альянс на первом месте в башнях? Не, мы Вот, быстрее. это... А первое место ты... Ну, первое место очень много дает. Очень. Вот, Там весь сервер в одном альянсе. по сути, вам нужно тоже как-то... Ну, потом уже, если что. Да. Вам бы тоже в один Вот, сервер. рейтинг. Нет, это не этот. Это был рейтинг. В рейтинг... нажми рейтинг опять. Да. Рейтинг альянса, чуть ниже, видишь? Не, опять нажми на эту. Рейтинг альянса. Рейтинг альянса. Но только открой другую шахту. Ой, другой этот открой. Вот, да, здесь жми рейтинг альянса. Вы на вот втором сейчас мы месте. на втором месте. Это хорошо. Это очень хорошо. Да. Но по сути вы можете быть легко на первом, если у вас как бы тоже было бы какой-то ребят. Весь топ-1 на одном альянсе. Ну да, то, что у нас вот. У нас тут, видишь, Ну там ощутимая мы, разница была бы. ДБЗ, Девилс, вон, Китай. То, что у нас тут. Имеет смысл собирать Ирель скин. Если она тебя на арене, если ты донатишь, если ты там лорд там какой-то, то да, и, конечно, дополнительных всегда плюс. Но если ты обычный игрок, у тебя на арене она не стоит на арене, то нет смысла в нее вкидывать. Я Нет. тоже так думаю, да, то, что особого смысла нету. Она это не такая вот, если ты Бруни скрин берешь, то она скин, она намного сильнее становится. Если ты Лилит берешь, то она тоже сильнее становится. А вот по Ариэль мы не заметили такой силы. Вот мы с Левой тестили. Но она свой урон поднимает, не урон команды. Да, но не урон команды, вот это обидно. Да, если бы она поднимала урон команды, да, это было бы имба вообще для физов. Но разработчики физов не очень любят, поэтому я качаю магов. Там медитации просят. А есть медитация, да, третьего уровня? Ну, конечно. Давно. Сколько силы? Давно. Так, а где они? Герои? Да. Ну, либо так, да. Медитации. Вот так у меня. 66%. Сколько сил дает? Ну, да, посмотрим. Силы не показывает. Это игра. Это в этом можно посмотреть, в отчете боя. Но что-то силу не показывает, странно. Ну, короче, до 4-й точки еще очень далеко. Да, мы только 3-ю получили. А потому что только оранжевые были. И то я добивал этот. Сейчас же акция, понимаешь? Сначала, когда мы начали это делать, у нас там гонка вооружения была. Мы покупали за кристаллы. Не за эти шарики молились, а именно за кристаллы. А сами понимаете, то, что за кристаллы, особенно вот сейчас, вот это 800 один раз. И он может быть неудачным. Поэтому ждем акции, новые, что они там придумают. Надеюсь, что появятся оранжевые и фиолетовые. Чтобы дальше. Ну, они по-любому будут. Главное, чтобы у тебя хватило на них. Видел обнову в КС, видел, да, играл даже в КС. У Флинта есть разница, какую душу ставить? Ну, я ставлю чудище, кто-то ставит Скорпион. Я ставлю чудище из-за того, что у него снаряга зеленая. Синергия с чудищем идет. Я так скажу, то что если Флинт падает последним, то есть смысл Скорпиона поставить. Если он есть проблемы в том, что он там падает, то лучше ему чудище, да.
Это все очень индивидуально. Все души, они индивидуальны. Ну, не все, но в основном вот на таких Ну, в танках основном, очень жестко индивидуально заходит. А где хоть кто-то? Здесь все. При объединении с война будет 907, но кто будет сейчас говорить, будет война, не будет войны? И, во-первых. Во-вторых, типа, а откуда ты знаешь, что будет в 907? Я думаю, нет смысла даже наперед это говорить. Мы ничего не уверены, что будет с 907. Мы же разработчик. Мы тут недавно узнали то, что вот в этой башне 909 Да, да, сервер сидит. Слушай, у меня опять звонок. Давай, сейчас тебя пока замучу. Расскажи. Угу. Короче, о чем мы узнали? То, что в этой башне 900... вот в этой башне 909 висит с 912. То есть, понимаете, да, в чем прикол? Например, мы в башне 915 вообще без альянсов играем. То есть, без серверов. У нас единственный 915 в башне, это вообще круто. А, например, у них с 907, да, у 908, 909, 912, а 910 и 911. Вот так вот они все перемешалось. И поэтому непонятно, кто вообще с кем будет слияние. То есть на 94-м левеле копить на скин Лит, и можно скин Авроры в пропуске мага. Ну смысл, типа, ну я не вижу смысла сравнивать Аврора или Лилит. Если ты будешь, смотри, если ты будешь Лит качать, то скин Лилит это имба. Это вот как бы без скина Лилит очень плоха. Со скином она очень крутая. Поэтому если она у тебя будет в основе, то советую тебе по-любому брать скин. А Аврора, ну, не, посмотри ролик, он не так уж и много влияет. Скин Авроры не так уж и много дает. Сейчас я напишу, чтобы он, как вернется, написал мне. 2 секунды. Так. А ну-ка. О, вроде ничего не слышно. Так, что еще сказать? Ку-ку, Мишань, привет. Hello, бро. Где-то пишется VIP, а где лорд? От чего зависит? Зависит от доната, сколько ты потратил сюда бабок в эту игру. Так скажу, лорд 10 это 20 тысяч долларов. Ровно. Там можно выбрать, показывают VIP. Да, там можно выбрать в настройках. Сейчас покажем. Привет, хорошего стрима. Что дает эффект защиты, как атрибут у Флинта? Это в процентах, понял? Например, вот у него... Вот, например, у Флинта есть там броня, сопротивление магии, да, и эффект защиты, типа, это в процентах усиливает все вот это. То есть и броню, и сопротивление магии усиливает. Но как оно работает на самом деле, это только разрабы знают. Понимаешь? Как это эффект исцеления тоже. Вот есть исцеление у героя, например, понял? И, по сути, он исцеляется там на 100 хп, да, а 15% уже должен на 115 усиливаться. Так же самое с броней и сопротивлением магии. Как бы эффект в процентах это вообще крутая тема, поэтому советую качать. Ну, логически 901 нифига не логический, потому что в башнях, в битвах все совсем по-другому, понимаешь? Например, 905 там вообще с другими серверами в башне, если не в битве. То есть все смешано, понимаешь? Мы, например, с 914 в башне, ой, в битве, а в башне совсем по-другому. И непонятно, как оно будет со слияниями. 901, 902 везде, потому что они на этом, как там его? Ой, сейчас скажу. Они в этом тестовом сервере, понимаете? Тестовый сервер 901, 902, и они играют в отдельном, по сути, режиме. Они всегда будут вместе. Но если будет слияние, там будет по-другому. Это Леха вернулся, да? А, я тебя размутил, погоди. Я тебя пока не слышу, если что. Чего? А, вот теперь слышу. Так. Что тут просили? А нажми на лорд. Кто-то про лорд просил, так и не понял прикол, в чем лорда просили. Вот, заходишь вот так вот, смотри, и смотришь все бафы. Это МНМу. Типа, вот лорд 9 сколько дает баф. Лорд 8. По сути, лорд очень много дает на карте мира. Open, Diffraction, M, Pro, no. Maybe next time, but not now, sorry. Why you want this? I don't understand. Я вот Флинта взял, стоит пока не очень. Да, без Феникса он полная Г, если что. Ну, нет, он хороший, но с Фениксом намного сильнее, поэтому Феникса фигач.
Сегодня пострелил. Да, кстати, вот это вот смешание, вот этот вот ролик, он до сих пор работает. Про сокровищницу до сих пор работает. Чё мы решили насчет артефактов? Или потом уже? Не знаю. Сложно, вот да? Сложное решение. Саня говорит то, что доделаю Израилю. Но Азраилю делать только когда акция будет, потому что... Ну да, типа вперед батьки пекло лезть, так сказать, как говорят. Нет, смысл не в этом. Смысл в том, что, видишь, этих нету. Нужны... Опыта нету, я понял. Нет, не опыт. А чего? Из которых артефакт делается. Да, я понял, да. Вначале делать артефакт, потом улучшить его. 50, да. И потом только вот сделать его красным, только тогда объединить. Дани уже сделал, он, видимо, подкопил, у него 35 тысяч, у меня, видишь, 31 600 на нем. Ну да, значит он зафигачил немного. Но я думаю, он не сделал фул, потому что я думаю, фул должно больше давать. Минимум 100 ракет. Мне так кажется. Ну, насколько ему хватило, мы же не знаем, насколько ему Да, хватило. да, поэтому... Тест Думи, го. Чуть попозже сделаем. I have account there too. Good, bro. Everyone have account in all servers, so I should show all accounts? No? Bro, I can't open this merger because it's not me streaming now. I just show his account. He can't switch. He have not this server. It's just waste time, sorry. And what happened? Ребята, там это понял? Лустия или Флинт 100% Лустия. Это без вопросов, если что. Даже не думая, я тебе отвечу. Мы столько раз тестили. Вот даже на еще одном аккаунте там Флинт. Вот у Лехи аккаунт там еще один есть. Там Флинт 320 тысяч силы. И с Флинтом команда умирает. Но когда ты ставишь Лустию, то ты выигрываешь. Поэтому Лустия лучше. Сайза не очень. Ну, Сайза, да, Сайза слабоват. Опять все пропустил записи смотреть. Ну, ты можешь сейчас смотреть. Пока что можешь сейчас смотреть. 5 октября будет ивент сокровищница, и мне нужно будет, чтобы ты перед тем сказал Нормперс или Useless. Да, пиши в DS, да. Окей. Там будет Ариэль, если что. Если не ошибаюсь. Привет, привет. Илмидин, привет. Покажи 5 сильнейших героев. Покажи, говорит, 5 сильнейших героев. На арене, типа? Ну, у тебя вроде эти есть, да, сильные? А, Тереска. Ну, почти 900. Это без бафа. С бафом там вообще, без да? Бафа, да. С бафом будет намного больше. Там 900, я думаю, 15 будет. Да, да, где-то так. Просто ВА у нас упало. Причем вот в чем бред? Вот мы на башне боремся. Вот у нас ВА упала, а на 907 ВА не упала. И у них силы больше, да. И у них силы больше. Вообще как-то. Но до этого, по сути, у вас была ВА, а у них не было. Было бы, мне кажется, справедливо, если бы одновременно у всех проходило. А тут, ты видишь, у них все каша какая-то. У них в голове там каша, и везде это каша. Вот еще у нас большая проблема. Вот реально думаешь, что делать вот с этим. Сейчас этот... как это? Душа героя... скрины, да? Допустим. Скины? Да, да. Вот, с этим что делать? А у тебя Сайза full скрин? Ой, full скин? Сайза? Да. Да. Полностью фиолетовый, да? Ну, конечно, я его причем на халяву сделал. Ну да, это я понял, ты сделал вот с этой фигнюшки, да? Да, вот как раз вот с этой Мне фигнюшки. кажется, они просто должны добавить туда нового героя, помимо Сайза какого-то другого легендарного, там хотя бы Бруню какую-то я бы добавил бы туда, либо Люцифера, знаешь. Вот тут вот я вот дошел вот до 104-го, дальше силы не хватает, он просто пишет, нельзя использовать героя, потому что у него очень мало силы. Вот, допустим, я вот хочу поставить вот так вот, да, и он пишет, текущая сила слишком низкая. Без бафа вообще невозможно. Да тут даже не без бафа, то бишь я не могу, вот у меня, я бы вот так поставил, сколько здесь силы получается, 1 815 000, ну и плюс еще там 2, и этого мало, и это началось с 100-го уровня, то, что он силу замеряет. Он до этого тоже силу замеряет, ты просто до этого не смотрел на это, у тебя было очень много силы, если что, там и на 80, да, конечно, там вот на 80 каком-то у меня то же самое, и потом покажу.
Лёва, ребенок дал на 2... А, понял, ну да. Ариэль была... если что, там в месяц, если начинается, то до конца идет тот же самый герой. Я думал Макс Сайза и Вестер и кого-то добавить еще. Сайза я бы не убивался в Сайза. Такой Сайз, себе да, вот сейчас. он есть, но он очень слабый. То, что он просто умирает, непонятно почему, поэтому я его не качаю, у меня не докачан. Такой вот. У меня Ну, Сайза скрин чуть есть, слабее. собрал для коллекции. Для Это- дуэли героя, я бы сказал, бы он имба. Да, дуэль героев, да, хорош. Лё- Но собирать легенду для дуэли героев, ну это такое себе мероприятие. Ну да. От Святогора привет. Привет. Это этот, что ли? Вот этот он, бля, где-то. Где Вот он этот? тут? Да. Вот этот он? В чатике сидит. Э, По телефону полчаса. Ты что? Полчаса по телефону, все, теперь назад придется. Ричард был, да сплыл. Ну, Ричарда забанили забанили человека. за черный донат. Будем проверять всех, кто черный донат делает, будем банить. Вы же знаете, да, то, что я в патруле нахожусь бана, поэтому и как бы буду заходить, бана. смотреть патруль бана. Патруль бан называется. Патруль бань, если так сокращенно. 5 лямов там тени. Тень, у него типа много тени. У тебя там бесконечно тени, по сути, тебе она Тени даже у не меня, нужна. видишь, вот здесь вот сделано все. То бишь я закончил, у меня все на 15. Как бы тень закончилась на этом. Да, то что тут у меня все на 15, все, если проверять. Вот. И 5 миллионов тени лишний? И 150 тысяч той. Можно было его куда-то конвертировать, либо передать по межсерверной почте. Жаль, что пока что ее нету. Я бы скинул, да. Да, я бы принял бы, если что. Привет, Gold Star на герой, это пипец. Ну, когда-то было не пипец, а сейчас это бессмысленно. Поэтому сейчас никто не делает голд. Потому что есть куда тратить свои кристальчики. Ого, ну Да, что, коллег. во-первых, есть куда тратить, а во-вторых, блин, эти звезды, ну, не так много силы дают, а забирают. Лучше, блин, ту же, я не знаю, снарягу прокачать, это будет перспективнее. Конечно. Кристаллы все Поэтому равно нельзя сказать бесконечные. Ого, столько лек. Я тебе так скажу, столько лек это не показатель вообще. Тут показатель уже совсем другой. Это снаряжение, это медитации, там дофига кристаллов уходит. Это, ну, снаряга в основном показатель очень жесткий. Колледж. Да. Вот, снаряга очень сильный показатель. А нажми вот там это кольцо пустоты. что нажать? Ну, кольцо пустоты. Справа снизу, видишь, на снарягу. И нажми улучшить. Сколько там кристаллов он требует? 4900, нифига себе. Да, 4900, дальше будет 5 следующее. Ну, короче, кристаллов... Вот, Ухает. смотри, О. там раз ушло. Вот, там следующее 5. И дальше 5 до 20 оно идет. Только что просто 5000 кристаллов ушло, 137 силы. Ну, хотя силы немало дает, 137. Так-то немало. Обычно по сотке, я не знаю, тут что-то, видимо, админы решили рекламу сделать, я не знаю. Обычно по сотке. 137. Да, неплохо, слушай. Либо что-то изменили они, я не знаю. Либо зависит от снаряги, как бы тоже. Качай, говорит, до 20. Дорого очень. Ну, я этим займусь, но просто сейчас в данный момент это, ну, не актуально. Да, это Светогор, говорит, качай до 30. Что-то знает, походу. А, Так, как считаешь, Данхиль перебафана? Нет, я считаю это... Знаешь, я считаю это глоток свежего воздуха для физов. Вот что я считаю, понимаешь? Глоток свежего воздуха. Потому что магии рулят. А Магии физы в ПВЕ очень... В ПВП, то есть, очень слабые. В ПВЕ сильные. да, вот видишь, тут вообще нету. И третий, четвертый пак, ну, этот собрал. 5-й пак мы собрали, вот он физовый. Вот. И то там, наверное. И то там, да, пару таких есть. А есть вообще смысл? Да, есть смысл. Вот сейчас, сейчас покажем, почему есть смысл. Привет, Дани. А ну, а покажи любого серого героя. У тебя есть? Любой мертвый герой. Чисто по приколу. Самый-самый-самый слабый. Ну вот, смотрите, Улер первого уровня. Нажми на него. 97 тысяч, ребят. Первого уровня герой. Трехзвездочный. Это все, знаете, что это снаряга, это академка, это колледж. Это колледж, да. Это все. Поэтому чем сильнее у тебя снаряга, тем больше у тебя пассивный баф идет, то есть пассивная сила. Поэтому, конечно, есть смысл. Ты что? 100% есть, но очень дорого. Ты так не сделаешь. То есть
если ты немного донатишь, то ты можешь делать по-умному, и ты можешь получить эффект хороший, но ты не делаешь вот так, как здесь. Т7 без мега доната не достичь. Да, то бишь, чтобы ты понимал, чтобы сделать серебряные звезды, нужно уровень звезд поднять. Тоже Поэтому, очень дорого, это капец. Поэтому нет смысла ставить камни там Т7 поначалу, потому что их тяжелее качать намного, чем этот. Чтобы сделать серебряные звезды, тебе достаточно уровень их поднять. А потом вот начинается, когда ты сделал серебро, начинается самый сложный квест, это золото. И надо, чтобы у тебя везде стояли Т7 камни. Вообще абсолютно везде, не было ни одного. И еще, чтобы стояли правильные Т7 камни, вот тоже, видите, тут здесь гибридные камни стоят, которые усиливают и магов, и физов. Короче, дорого это все. Говорит, жми дальше, пока дают нур. Да я думаю, там всегда будет то же самое давать. Там не зависит от рандома. Там просто... Вы о чем? А вот про это, ты же нажал, 137 получил. Говорит, пока дают, говорит, бери. Потом обман сделают. Какие маги топ? Мои 130, видишь? 130. Мои маги 1,2 КК на арене от физов 1К. Ну что-то не так с своими магами, по сути. Наоборот все, если что. Это... Скажи, какие у тебя маги стоят. Просто физы могут быть еще разные. Да не, маги намного сильнее физов. На аренке, да. Говорит, есть ли смысл качать... Так, что-то я нечаянно вырубил. Сори. Есть ли смысл играть на VIP 2? Конечно, есть. Есть даже смысл играть на VIP 0. На VIP 0, вот, посмотри у нас. VIP 0. Вот VIP 0. 110 левел, легенды, 1 330 000. Вон, снаряжение. Смотрите, какое снаряжение топовое. Да. Че он как там? бы все есть. Ну, свои качает нужные для себя. Вот 3000 цветов за всю жизнь собрал. VIP 0. 59 место. По утрам он врывается в полтинник. Может, у него маги бесплатные. Да, если маги бесплатные, если нет там типа Лилит какой-то, Тереза, Соника, Ктона, то, конечно, там с бесплатными магами, типа а-ля Мерлин, там Дельфа, Сальмон, то у тебя, конечно, твои маги будут вылетать от бесплатных физов. Вот в чем прикол, бесплатные физы еще более-менее как-то играбельные на аренке, а маги сложно. Ну вот тоже пацан VIP 0. Вот, еще один VIP 0. 98-я арена. Тоже неплохо. 1 200 000. Не зел, конечно, но... Пусть покажет Зела. А мы уже показали Зела. Да вот зело, да. Вот он у нас. Снаряжение, 5 звезд, видишь. Тут осталось доделать. Ну, для VIP 0 это просто жестко. Это очень круто для VIP 0. И видите, медитация тоже прокачана как надо. То есть, по сути, все делалось. Стимулирует. Да? Просто звезды и все. Кстати, Лусти у него тоже есть, он ее покачает, сейчас потом вместо флинта воткнет. Правильно, потому что если человек VIP 0, и значит он шарит, как делать, если у него столько силы, то по-любому он делает все как надо. Это все. То есть есть смысл. Просто VIP 0 сложно играть, потому что у тебя слишком много этого, чтобы ты понимал, как тебе объяснить. Ой. Слишком много времени уходит на то, чтобы тыкать выносливость, понимаешь? А если VIP 2, то по 10 может тыкать. То есть, по сути... Нет, VIP 2 только может купить 2 раза по 50. Да, но он может... 5 раз купить. Не-не, может по 10 тыкать выносливость, потом тратить. Я про время говорю. А, в смысле ускорить? Угу. Ну и по сути VIP 0 еще знаете, в чем сложность? Ты, во-первых, не можешь купить выносливость, ты не можешь купить много... ты не можешь купить много этого, как там его, часиков, то есть золота. То есть пальчиков вверх. Ты очень много теряешь в опыте. Тебе очень сложно как-то много опыта поднять. Но это VIP 0 это очень урезает. Не то, что типа ты кристаллов получил много за раз, а именно то, что ты, по сути, урезан везде. Привет, привет. Отрядов для карты 2 это пипец. Да, это тоже капец. Тебе мой донат пришел. Мне твой донат не пришел, нет. Нет, не пришел твой донат. Отправь его по межсерверной... Ого, у нас почти 70 человек. Да, 70. Вот это новый рекорд, ребят, 70 человек. Да, 70 вроде. 68. VIP 0
У них есть война, у них была война, жесткая война, у них, по сути, нет войны немного сейчас. Да, была война очень жесткая. Мы победили. Повеселились. Так, кто-то меня тут разведует. А Это ты нажми кто-то фронт. э, Logical. А что разведывать, покажи ему. Герой какой-то, видишь? Да, кто-то зашел на стрим и решил разведать. Там же показывали академку, ребят. Академку, вон, ресурсы есть. Не проблема, Ну, так, забирайте. Да, да, да. Good evening. Hello, hello, Мика. Я бы легко мог там по 100 миллионов раздать этих ресурсов. Нафиг не нужно. У нас все на Мергере скатилось в фарм. 4 лорда, 10 X у противника, и это только первый Мергер. А, ну это жестко, да. Ну, а что ты хотел? Лорды вот так вот пытаются убивать игру, по сути. Лилит или нежа для Макпака? Ну, если у тебя нету танка, то нежа. Если у тебя есть флинт, то лилит. Часто стримишь, да? Раз в неделю, каждое воскресенье. Залетай. Как считаешь, какие два самых сильных альянса? Самый сильный альянс, считай, в 905 сервере. В 905 сервере самый сильный. Да, а остальные не знаю. Сложно сказать. Слушай, ну я думаю, то, что вот это с 909 вот эти вот Вильям с другом, у них серьезный этот альянс. Ну, альянс серьезно. По сути, у нас тоже по топам очень серьезный альянс. Очень серьезно, но тут все зависит от того, что игра... Будут ли воевать наши топы на неверах всяких. Покажи ядра снаряжений. Ядра снаряжений. А, это... там потихоньку, я так понял, все красное идет. Не-не, это не то, не то. Ядра снаряжений. Зайди в героя. Герои, на любого героя тыкни, на любое снаряжение тыкни. И нажми, типа, улучшить. Вот, да, и здесь, да, вот так. Лайки, ставьте. Да, лайки все ставим по-любому. И зашли на... О, 74 одновременно. Капец, вот это онлайн. Вот это онлайн. Похлеще, чем у некоторых топ-стримеров. Ага. Так-то. 913 очень сильный. Но, по сути, так-то мы можем перейти к нему, если у тебя есть на других, да, серверах аккаунты? Нет. Ну, значит, мы не можем. Я у Вильяма Вали, и нас 905 Мергер в Невере размотал в ноль. Но 905 он самый сильный, я знаю, да. Потому что там Мы просто... сюда с ней воюем. Там них бешеные ребята. Вообще просто. Поэтому с ними не сливаться-то никто не хочет. Кто хочет сейчас 905-м слиться? И Никто. разрабы думают поэтому тоже. Разрабы что же, как бы... У них тоже хотя бы там есть голова на плечах, они видят, что происходит на серверах. И никто не хочет с ними сливаться. 909 Красный Роза часто прыгают другим альянсам в Неверленде. Вся их сила только в Пони и Кэтмане. Ну, мы тоже почти всем проигрываем в последнее время. По сути. Но у нас наши топы так-то и не играют, мы тупо сливаем. Тут все зависит от онлайна. Ну, очевидно, что топ-стрим ПМР. Ну, понятно. Знаешь, на чем? Топ-стрим ПМР это понятно. Жаль, что МР как бы не особо топ для стримов. Интересно, вы будете воевать с 908 с 908 серверов, когда будет... Так он с 908. А смотря с кем будет слияние. Онлайн хорошо, потому что к Нордисе... Ну да. Как это топ-аккаунта? Ну... Донатишь и получаешь топ-аккаунт. Спасибо, Мишань. Спросил, выбивал ли он хотя бы раз... Выбивал ли целую легенду? Ой, у тебя ускорение, нифига себе. Это для тех... Про войну, 918 ускорений. Так, на секундочку, да? Да, плюс вон атаки, и плюс вот эти вот... Ну, вот эти вот 51, это вообще супер. Это, то есть, занулить практически невозможно, по сути. Очень Нет, сложно. возможно, их всего 8 раз можно использовать. С 909-м... да не знаю, будет ли они воевать с 909-м. Секрет. Ну, навряд ли. Может, да, может, нет. Почему? Мы с Вильямом дружим, зачем нам воевать? Ну, вот, видите, ответил. Ответ получили. С 909-м, друзьяшки. У нас Чари и Пик от Винки качают. Ну, ты про фана? Про, получается, моего главу? Ну да. Это и есть, чтобы ты понимал, Чари и Пикачу это и есть твинк аккаунты на будущее, чтобы ты понимал. Это твинки. Это спурф аккаунты вторые. Основа на другом сервере. Основа на 915 у нас.
Но так получилось то, что сейчас передоначили и уже по сути там сложно. 913 давал бой 905. Ну, я на самом деле 913 особо и не смотрел. Но там тоже, может, сильные ребята. Я думаю, 911 тоже очень сильные ребята. 72 онлайн. Было больше. Было 74. Можно закрыть пропуск мага полностью без проблем. А что значит без проблем? Да, непонятно. А, типа 80% говоришь? Нужно делать минимум 200 в день опыта. Тогда у тебя будет 80%. Вот теперь У думаю. меня, ну вот смотри, у меня пропуск мага, сегодня какой третий день, Угу. у меня вот 16. Я обычно дохожу где-то без доната, ну, не тратя тут кристалла, дохожу примерно до 160. Ну, это ты очень много делаешь, поэтому у тебя там в день больше Ну 350. да. Да, А тут понятно. дальше, если нужно, допустим, скин нужен, то ты потом вот так за кристаллы тут покупаешь. И вот тут. фигачишь, покупаешь Да. и фигачишь. Тут вот 300, и потом за ним открывается до 4000. Я максимум доходил до 3. Это очень дорого. До 4 не доходил. Так, нет, Легу не выбивал. Ну тогда все будет мирно дальше. А с чего ты решил то, что будет в 909 слиянии? Я по логике вещей не вижу 909 слияния. Я говорю, если будет с 909, то тогда будет 3 сервера, потому что смотри. Как кто-то писал, тут 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910. Ну там непонятно, что будет. А если 500 опыта в день? Ну считай, 500 в день умножай на 30, 500. И калькулятор в помощь. Калькулятор в помощь, сколько там будет? Сейчас посмотрим. 500 умножаем на 30 дней. Так, на 30. И делим на 70 левелов. И смотрим. Это 214 опыта будет. Вот и все. Легкая математика. Привет, я все же зашел. Привет, Астик, привет. Зачем качать лорда на твинке чисто по приколу? Ну, На твинке никакого смысла нет. ну он так, он так называет свой аккаунт на другом сервере, называет твинк его. И там он топ-1. Если у них еще есть фарм-аккаунты, на которых они донатят, то это их дело, донатят. Бабки есть, почему бы и нет, правильно? Which server his play? 908, bro. Кто-то с китайским никнеймом залетел. Или? Так, а через сколько второе слияние после первого примерно? Все по-разному, сложно ответить. Очень сложно ответить. У каждого по-разному. Может год подождешь, может полгода, может пару месяцев. Смотря как. И на стриме было 46 тысяч, да, в начале кристаллов, а теперь 27. Вот так вот вылетают кристальчики. На Легу из пропуска не хватит. Ну, за один месяц нет, надо долго делать, очень много. Очень много. Ну, это как бы 2-3 месяца. Эта игра копить. Тут за один месяц все не получишь. Причем здесь же лимиты есть, да, поэтому надо постоянно быть. Фан качает уже твинка со всеми легами. Подожди, какого, ну, то есть он качает еще одного твинка на этом сервере? Надо будет спросить, я не спрашивал. Как только починят Facebook, будет веселый Неверленд. Надеюсь, починят быстро и будет веселый Невер. По сути, следующий Невер у нас на следующей неделе, правильно? Ну да, сейчас трон был на следующие выходные. Ну, фан что-то странно, что он тут там еще там качает. Везде по чуть-чуть, по сути, очень много донатит в эту игру. Везде по чуть-чуть, понял? Он и твинка качает, там, чтобы больше ресурсов по уходу получать, или что он. На 911 топ-2 сидит в нейтрале, защищает ал, а топ-1, 3, 4 в коре и не могут его вынести. Ну, странно как-то. По сути, могут, если захотят, я думаю. Да не может быть такое, то что 3-4, один топ, да, сложно очень. В основном... Я вот просто себе даже это не представляю, как это вообще возможно. Даже если он встанет в щит, начнет только играть в деф, значит, ему нужно 3 пака, они будут бить основой по его второму, третьему паку, и они его по-любому пробьют.
Так, я вырубил нечаянно, сори. Ундрих, ну а мы не знаем, я его не качал как-то. Да и не было и времени. Ну, Я тоже не есть качал что его. качать. Они сейчас сделали, вот, допустим, мне вот Эдвина надо поднять, да? Ну вот, ты посмотри, Ну, это сколько капец. нужно. Это 305 этих. 200. Ну, ладно, фиолетовый, ну, типа, их как-то можно вместе комбинировать, да, а вот, ну, сложно, долго очень. Потому что это просто на 5-й левел поднять. Поэтому очень много, не только у меня с этим проблема. Учитывая то, что смотри, я трачу тут 8, плюс за 80 тоже 120 покупаешь, плюс этот падает, ну, который хлеб Да, каждый. плюс 120. еще 120 с Плюс- фурии. Да, плюс вот здесь вот всегда. И мне вообще не хватает. Я не один такой, вон, посмотрите, тот же Вильям или этот тут, у них тоже 5 уровней. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 у него. А уже вон 115, он на носу. Почти. Смотри, осталось, да, 120 тысяч. Это- И после этого пролечу. будешь фармить командирочку еще быстрее. Да, тогда после того, как получится, будет больше командирчиков. Я вообще в шоке, люди сюда заливают Роллс-Ройсы. Либо 2, либо 3. He is Brawl rank 3. Yes, he is Brawl rank 3. Плюс 5 максимально, да, сейчас максимально. По доходам и расходы. Привет, привет, Дуд. Покажите историю боев в Невере. Просит историю боев. Но у них новый альянс. Там всех выигрывают. Мы, когда вступили в этот альянс, мы не проиграли ни одного. Так, где он? Ну, до этого мы были в другом альянсе, мы просто перешли. Так, история боев. Да, история. История боев. Угу. Ну вот, мы вот так вот играем. О, без поражений пока что. Пока да. Но у нас, видимо, рейтинг говно нам и попадаются. Не, ну вот реборн очень сильные, не надо. Но что-то они, Да. походу, не играли. Или это не эти реборны. Ой, а вы с Руси попадались? Да, с мастером. Это в начале, да, там, когда вы только вошли в альянс? Да, то, что он второй. А это уже был... Ну, это уже не вы, да. Да. Да, это не мы. Потому что вот рейтинг альянса, да, вот это вот наш, по-моему, предыдущий, какой мы были. Да, вот видишь, два Warriors. Hit the Четвёртый rank том, 1. в котором мы были. А это, видишь, поднимается пока. 2 Warriors. Ну да, да, те на первом, по сути. He will not hit because they friends. This guy to be... Да, yes, very rich. Причем, вот смотри, это очки. Вот у нас Китай на первом месте. У них вроде много очков, а мы с ними попадали. Ну, Я- уже, мне кажется, уже могут, знаешь, как смотреть? Могут смотреть уже за последние бои. То есть последние там 10 боев вы там всех выносите. Нет, значит, выносите. мы в другом альянсе с ними попадали. Мы просто попадались. Ну либо в другом тогда. Да, в другом У нас альянсе. по очкам все тоже очень плохо. Летим вниз. Так, планируешь качать? Не, пока не планируешь точно. Дров только зашел, сколько в аккаунт было вложено. Так, Ха, блин, кто считает, сколько в аккаунт вложил? Я думаю, никто. Никто. Тебе ни один топ не ответит, сколько он вложил. Потому что ты не думаешь об этом и не считаешь. Столько лор 10 аккаунтов. Я тебе так одно скажу. Лор 10 аккаунт это ровно 20 тысяч, либо может чуть побольше, либо чуть поменьше, если сейчас брать фурию. Все, 20 тысяч долларов лор 10. Привет 909, привет. Китайцы везде топчики. Ну, потому что, как уже и вот Леха говорил, как уже я говорил, ну, у них это просто популярно, и им это по кайфу. Вот они и топчики. Ты Да. думаешь, если в России... Ты думаешь, в России нету богатых ребят, которые могут залить в игру? Ты ошибаешься. Да. Очень Если много бы в богатых. Москве было, допустим, ну или в принципе в России было бы это модно, поверь мне, китайцы бы нервно курили бы в сторонке. Поэтому просто пока что до нас это не дошло, то есть до СНГ это не особо дошло. Ну и с другой стороны, все зависит от игры. Игра китайская. Сделают наши такую крутую игру и сделают хоть что-то нормальное для наших. Хотя, с другой стороны, если посмотреть танчики, это же белорусская игра. Я бы не Ну сказал да. бы, что там для белорусов сделали какие-то подгончики. Если не ошибаюсь, кто играет в танчики, может меня поправить. Да нет, там все наравне как раз. Лео Грис сколько донатил?
Я думаю, он чуть больше даже донатил. Он сказал, что $150 тысяч, да, вроде? Но я думаю, больше, наверное. Или его донатил даже. И это я могу так сказать. У нас на сервере очень много лорд 10, которых я знаю, то, что задонатили намного больше $50 тысяч. Намного больше. И какой онлайн у тебя в день? Ну, у меня... Сейчас скажу, погоди. Сейчас у меня 75, у меня, по сути, сегодня топ онлайн. У меня было максимум 50 когда-то. Сегодня максимум. Побили. Как считаешь, игра катится под откос? Да, 100%, конечно. Да, Разработчики плевали на все. И топы уходят, потому что нефиг делать. Ну, реально, то, что... Ну, вот что, вот и стоим мы, да? Ну, курим на шахтах. Войны нет, всем скучно. Все же хотят воевать, это же военная стратегия. Трон, уже никто за трон не бьется. Я не знаю ни одного сервера, ну, уже из старых, которые... Да, где есть какая-то вынушечка. Его просто передают. Невер, вот единственный невер, где люди воюют, вот это и интересно, это и побуждает. Но невер сколько? 2 раза в месяц? По сути, 2 раза в месяц, и иногда тебе попадаются такие ребятки, которые ты хочешь просто скипать. В колледже крит прокачан. Да, там крит прокачан. А можешь колледж показать? Крит там прокачан. Ну, не до максимума, но там что-то около 500 000 влетело. Вот такой тут крит. I really love your videos. Keep up work, man. I hope one day I can be strong as you. I just need green Jill, man. Yes, thank you, bro. I hope to. Just be active and you will done as you want. Копи, подскажите, я там писал. Что писал? На что тратить кредиты в начале игры? Подскажите, на уровень, по сути, хорошо заходит. На уровень трать, быстрее получишь фракталию. Чем быстрее фракталию откроешь, тем быстрее начнешь еще больше опыта получать. Это все. Согласен, когда в игре была война, да, ну видишь, сама игра построена так, что войны мало будет где. Лучшие легенды. Им нужно создавать какие-то новые ивенты, типа Невера. Типа Невера. Трона, вот межсерверные, они сколько его анонсировали? И все только сделали на одном. Ждем. Вот нам бы хотелось бы там с 907-м посмотреть, помериться силами, так сказать. Попробовать. Я бы тоже там повоевал бы, да. Да, то, что это на стримчике. Вот, тактики надо придумывать. Так, что у нас еще интересного? У нас еще есть воин. Да, но у вас на 902 или на 901 там тоже уже. Я так понял, 901 потихоньку вообще умирают. Бесит, что в колледже общая очередь, да еще и одна. Ну, а что ты хотел? Там и там, да. Ну да, это глупо сделали, по сути. То, что там и там одна и та же очередь. Они это сделали, понимаешь? На 2 очереди этот... Крисов меньше тратить, да, согласен. Конечно. Так, про лучшую легенду. Феникс, Флинт, Лустия. По сути, для пака тебе достаточно Феникс, Лустия сейчас иметь, либо Феникс, Флинт. И плюс 3 любых героя. И все, ты будешь в топе. Да, сейчас очень много легенд, которые, ну, достаточно интересны. Это Актеон тоже, если из магов брать. Флинт, Лустия, Феникс. Но если нет возможности брать там все леги, но если на магах играешь, то Феникс, Актеон обязательно. Флинт или Лустия. Ну, Флинт сейчас, видишь, съезжает на второй план, когда Лустия появляется. Очень жестко съезжает. Ну, просто во второй пак. Либо вместе их использовать тоже круто. Ну, можно и вместе, да, использовать. Вот и About Dead Kingdom. Удалить королевство и сделать одно королевство, это будет вообще не круто, мне кажется. Это будет отвратительно, потому что загнобят. Вот во-первых, загнобят и будет меньше актива. Намного меньше. Загнобили бы, если бы не было королевств. Там у нас какая была тактика? То бишь приходит весь сервер к нам в королевство. То бишь вот там соберутся, там, допустим, они человек 120, да, и припрут с вас бить. Учитывая, что у нас было в топ-10 2 человека, в топ-20 тоже 2, в топ-50 5, а они припирались в первой сотне, там, ну, без нескольких топов.
и тяжело воевать. А сначала они воюют, ты уже устаешь, тратишь энергию, наемников, и все. И потом подваливали как раз мелкие, чтобы просто добивать. Значит, что мы делали? Они к нам, а мы к ним, в королевство. Они за нами, мы в другое королевство. Смысл в том, что есть по королевствам 3 прыжка в месяц. И это спасает, когда ты так уходишь. И потом, как бы, не круто, да, всему Альянсу тратить по 3000 кристаллов, чтобы бежать за ребятами, да, как бы. 2-3 человека да. могут, но все не будут этого делать. Да, ну там через 3 дня ты можешь опять прыгать, то бишь они... Но в месяц только 3 раза. Да, но смысл в том, что у тебя есть лимитные что ты дальше сделаешь? Встанешь у кора на край... Ну, это тоже бесполезно. Крайме, но вот начнешь ты с тягами делать. У нас делалось, мы тогда в Фениксе были, у нас война была. Вот они вот здесь вот в углу встали, 3 альянса, и нам были. Мы ушли в угол. Пока они к нам летали, мы все стяги их отбивали, и пока их стяги обратно возвращались, мы ставили на спину корабль, прыгали и разносили. Они так 3 дня постояли. Да, и это полная фигня, конечно. Да, тем более у вас сила еще была как бы неплохая, поэтому... Да, то, что мы могли огрызаться, но все равно не могли. А так, чтобы нас поймать в одном королевстве, им нужно было раздвоить войска. То бишь, должна прийти одна сначала группа, нас победить. Да. А если мы уходим, то должна была вторая группа ложиться. Сил у них таких не было. И, по сути, раздвоиться очень сложно. Да. По сути, пришли бы, они получили бы... Ну, хорошо, пришла бы первая группа, а вторая такая на стороже. А вы бы такие, ну ладно, давайте повоюем на своей стороне. Отфигачили их, приходит вторая группа. А первая группа уже мертвая. То есть это вообще было бы, ну, вообще не то. Что там еще пишут? Помню, еще на 550 началась война между 2 алами, и на троне топерши закинули около 1к зеленых только на какой-то трон. Но это эмоции, понимаешь? Это эмоции. В том-то и прикол. Ты закидываешь для эмоций. Весь ал смотрит, это хорошо. Ну, я не думаю, что тут весь ал, тут 72 человека смотрят. Я думаю, тут, ну, может, человек 30 смотрит из зала вашего. Тут там много, видишь, ребят из других серверов. Рекорд лайков был 50, было 60 рекорд лайков вообще-то. Угу. Да, Лёшка молодец, видишь, держит вас. Дайте Люцика. Сука. А ты не читаешь чат? А где он? А чат в этом, в Ютубе, на ютубчике. Не, нету запроса про это. Дайте Люцика. Вот этот Ричард, его забанили за черный донат. Все, аккаунт улетел. Да, то, что этот... Уже сколько прошло, уже дофига, у него видишь, сколько силы. И по сути забанили не так уж и давно, потому что, видишь, медитации есть. Чек донатил, так сказать, фантиками. Да. Смотрим. Это хорошо. Так, рекорд лайков ты уже отвечал. Что еще вам показать интересно? Вот уже больше часа стримим. Что там у тебя по времени, Лех? Ну, я свободен, как сопля в полете. Это хорошо тогда. Я вот думаю, сколько еще постримить. Либо, может, Лустью один разочек показать, чисто пару атак сделать, я говорю, Лустью. Думаю, показать пару атак на слабые эти. Чисто по силе посмотреть. Ну, мы смотрели с тобой, урона мало по Думе. Да. Урона мало, поэтому... Я Макса не использую. Покажи Лустью по экипу. По экипировке? Ну, зеленая и оранжевая, да, так же у меня стоит. Люди за войну стратили и 5к. 5к зеленых или 5к кристаллов? Если зеленых, то это капец много. Гирз играет или нет? В начале, да. В плоте очень слабенько. В начале он очень хорош, до 95 уровня. Как только начинается перековка, то он сразу же... Сока задонил вак. То уже отвечали, никто не считает, сука, задонили вак. Так сказать, немало. Думию пак с ней. Думию. Ну, Думия, я скажу так, я бы Думию поставил бы, если бы у меня была бы Думия, я поставил бы ее с Денхильд.
Потому что он усиливает физов. Но опять же, как он усиливает, это нужно смотреть, как бы, чтобы не было такое, то что Рэмбо намного больше усиливает, понимаешь, как бы у Рэмбо там все на усиление, и командирка, и капитанка на усиление, и все навыки идут на усиление у Рэмбича. А у Думи только один навык, и все. Тебя разведали. Да, прилетел этот гонец, блядь. Гирз уже ответил. События с легендами не намечается? Ну, события с легендами, смотря какое. Ты Ну, говоришь... это, наверное, к разработчикам. Да, да. Шоу His Sky... Говорит, покажи небесный город. Он первый, кто убил этого. Кого ты там убил первый? Спара, кто убил первый. А вот нажми на... Видишь, там вот ниже верный Биба. Вот нажми так по очереди. Покажет всех твоих самых сильных, понял, атаки. Ниже, да, вот здесь, да, вот. Какой-то... Подожди, а что у вас... Что это за чел на первом месте? А где ты вообще? Читается. А мы же с тобой провалились. У нас умирало все. Не, так это ж Биба. Биба. А ты Тогда че... не знаю. А где... Я тебя вообще не вижу. Лол. Вот. 172. Ты... я понял, забей. Я так понял, ты здесь нас атаку ставишь и такой, ай, пофигу. Ну да. Малачи. Малачи. Вот на Малачи мы надамажили. Могу в обмене пак поставить, потестите. Ну, с Думей, если с Думей тестить, то там нужно слабый пак ставить. Хотим увидеть атаки на карте мира. Так это некого атаковать. Пока некого. Пожалуйста, пожалуйста. Под Хэллоуин будет ивент с легендами, думаю. Ну, наверное, что-то там будет веселое под Хэллоуин. Но если смотреть по новогодним ивентам, то там, да, пират крутой, физ. Типа крутой, но сейчас я его убрал. У меня он на аккаунте самый сильный герой, по сути, но я его больше не использую. Как-то так. Физ или маг-пак? Вначале, как бы, физ очень хорошо, но в таком лете магия жесткие. Как с пары бить? Все зависит от твоих героев. Например, вот как бьют все с пары. Ну, главное иметь Терезу. Да, Терезу иметь, ну, тут очень много вариаций, я тебе так скажу. Зачем отвечать на вопрос, если у меня есть ролик? Зайди, у меня есть на канале ролик, нажми Спар, Sky City, и там я показал пару комбинаций героев, как именно бить. Тут все зависит от твоей силы. То есть, например, сейчас топом нет смысла ставить Сальмона, потому что он не так много усиливает. Поэтому топы не ставят Сальмона. Но вначале Сальмон очень крутой. Не особо отличается от скина или без скина. Ну, нет, как бы отличается по-любому. Чуть больше урона наносит, все такое, но... Но не сказал бы, что прям имба-имба. Сколько how much experience left? 120 тысяч. 120 тысяч. Пара, не скажете, как качать в начале игры? Пойду сервер разрывать. Донатить и еще раз донатить. Вначале ты без доната не сможешь разрывать. Ты либо вон показывал парня VIP 0 Зел, потихоньку, не спеша, идешь вверх. Но ты не сможешь VIP 0 быть сразу же топ-1, всех разносить. Вообще невозможно. Очень большой буст вначале дает донат. Да. Если появится ивент, в котором нужно будет как можно меньше нанести урона, кого бы поставил, несмотря на прокачку? Как можно меньше урона? Я фиг его. Сложно ответить на этот вопрос. Какого-то суппорта мага. Любого. Привет, Лех, привет. Ты что, вернулся, Лех? Лех, ты что, вернулся? Максончик, привет тоже. Лео бросил? Да, давно уже бросил. Через сколько лет игра умрет? Я не думаю, что она умрет, но она потихоньку будет меньше и меньше активна и активна. Слушай, ну да, если они ничего не будут как бы думать по поводу ее развития, по поводу войн, то... Пару лет еще, может, будет протягивать так. А Ну если да. они прямо сейчас возьмутся за голову и сделают что-то веселое, Да. то Чик сразу поедет. Потому что в этом жанре нет такой же крутой игры, как это. В этом жанре. Я, например, не видел. Как бы, сколько бы я ни смотрел. То бишь им надо развивать больше этот... Ну, грубо говоря, топ заливает, ему нужны враги, чтобы проверять свою силу. На сервере этого нет. Обычно он там победил и все. А так нужны ивенты. Больше ивентов. Окей, гляну, а то от 150к до 200к бью, но в последнее время больше 180к. А, у тебя получается
200 миллионов, да, получается? Так у тебя, если так, то тебе надо использовать Соника, Актуона, Терезу, Аврору и кого там еще ставят? Ну, например, у Лёши на аккаунте стоит Лилит, но можно ставить Мерлин. Как бы я у себя Мерлин ставлю. Я ставлю как Мерлин, Аврора, Соник, Актуон и Тереза. И ультую только Терезой. Вот и все. Куда постоянно пропадаешь? В том-то дело, Лёш, куда ты постоянно пропадаешь? Ты вернулся или как? Кому вопрос? Мне? Да не, вот там еще один Лёх. Ты же знаешь, что у нас много Лёх. Как бы ты понял, да? Как бы еще один Алексей залетел, да. Да, это он правда закинул. Так. Ты еще думаешь, больше, сильнее и дороже аккаунты не закидывали, я тебя умоляю. Намного дороже аккаунты закидывали, не переживай. Лео еще пытался продать, а ребята те просто закидывали и начинали как бы в реал уходить. Я тоже Мерлин ставлю, еще слабая. Ну вот. Their main goal is collect money from spenders, not promote this game. Да, да, может ты прав. Говорит, их основная цель, говорит, копить бабки с топ-донатеров. Нужно зависимость от донатов подубавить. Зависимость от донатов? Ну, не знаю. Я же говорю, типа, тут все зависит от того, как тебе... Ну, то есть, приносит ли тебе эта игра удовольствие. Если приносит, ты донатишь, не приносит, не донатишь, вот и все. Что еще по аккаунту показать? Вроде все показали, по сути. Тестить Думи я не вижу сейчас смысла, потому что Думи слабенький. Видите, 137 тысяч, его нужно хотя бы 220, чтобы был, да, я так понял? Ну, да. Сам в конце там, да. А что там у тебя на атаке стоит? По сути, если тестить, то поставить Лустию, Феникса, Думи. Я бы поставил бы, знаешь, как Лустия, Феникс, Азраил. Давай поставь, давай Лустия. Феникс, Думия. Думия, Данхильд и Азраил. Ну так, чисто по приколу. Но это как бы вариаций миллион разных. Ну, он должен попробовать с этим хороший пак, Макс. Ну давай. Но я Но думаю, он сейчас быстро отъедет, смотри. да, чисто из-за Данхильдочки. Я на новом. Понял. Сатагони тоже бросил. Я не знаю, кто такой Сатагони. Я знаю, что там очень много побросало. Там, видите, сдох. Там, ну, очень много. То есть, если вы сейчас видите китов, вот, например, кит на 908, то есть на 907, топ-1 который, это не он уже играет. Там бросил аккаунт. Давно уже не он, да. Давно уже не он. То есть, это новый человек играет в нем. И силы там меньше. Что там по урону? Ну, сдох быстро. Ты урон забыл посмотреть. Ну а чё там этот, он умер сразу. Смотреть урон. Does he have farm account? No, he have not. Ну тут вот кто должен дамажить, кто-то не дамажил. Ну, 579. Как бы за такую силу неплохо урона. Но почему-то всегда 0 этого. КП регена 0. Вообще никакого. Но он типа усилил Данхильд и все. И после сдох. Так, ну я не знаю. А что вы мой показываете? Украли твой аккаунт и показываем. Давай Люкрецию. О, вот хороший пак. У меня Феникс стоит на Актуоне, я бы не ставил бы Феникс. Тем более в такую пачку я ставил бы Агарас. От совы сдохла. Думе. Что сразу падает, да. Что... Ну ты ж понял, да, что Думе это девочка? Да, в смысле? Думе это девочка. Ты издеваешься? Я серьезно. Зайди посмотри. Подскажите, в тех, кто открывает Рубина, или же лучше героев? Конечно, открывать Рубина, а потом героев. Вначале Рубина, а потом героев. Доводит до тактики 2. С магами поставить, а он магов не усиливает. Смысл его с магами ставить? Я вообще не вижу смысла с магами ставить. Разве что можно поставить с пандарчиком. Вот нажми на него. Нажми на... Видишь, девочка? Да, ну да. Да, ну вот смотри. Это девочка. Это, наверное, ошибка. Это трансхенд. Что? Да не, ну в Китае нет такого. Я понимаю, игра бы американская была. Ну, написано девочка.
Ну чё, огонь. Я тоже был в шоке, когда узнал. Ой, мне же наушники давят. Я-то думаю, Facebook не работает. Да, Facebook не работает. Facebook не работает с доступа на аккаунтов. Нет у людей. Да, контакты, Разработчикам плевать. да. Обидно на самом деле. Что тут еще показать интересного? Вортекс у меня прикольный, да. Да, не слабенький. Да. Я потихоньку. Ты как? Куда пропал? То ушел, то пришел. Гайд аккаунт продал, да? Девочка с сюрпризом. Сюрпризом, да-да. Да-да. Стоит копить кристаллы. Смотря на что. Ну, типа, не тратить ни на что и просто копить, нет, конечно. Надо всегда развивать свой аккаунт. Тут тебе сложно сказать. Тебе нужно и немного копить, и немного развивать, по сути, если ты не донатишь вообще. Понимаешь? Ну, тебе нужно выбрать стратегию, сколько ты готов там тратить день, сколько у тебя прихода, это все рассчитать, и чтобы немножко копить, чтобы хватило вот, там на новую легенду, хотя бы там 15 тысяч надо иметь. Меня в обмене, говорит, посмотри. Ну, покажи Святогора в обмене. Ой, сами зашел. Ты, может, думали, я телефон утопил? Ask him show. Окей. О, говорит, этот пак атакани. Ну, сделай атаку на этот пак. Ну, Думия сдохнет, как всегда, первая. Да она первая сдохнет, этот Думия, он несерьезный герой. 3. Ой, живет. Главное, что пультануло хотя бы. Да он, видишь, даже ни разу не дотягивает до ульты. Ну, чисто из-за здоровья, ой, из-за силы. Сила мало, и вот она такая и работает. Ой, Феникс сдох. Ну, Феникс умер из-за Овидия. Овидий-то еще отдыхал. Это хорошо. Эмансипированная девочка. Это как? Ну все, Святогор выиграл. Доволен. Ну, если Думию убрать... Ну, с Мак-пачкой, я думаю, не работает. Мне вообще не... Месяц готов донатить $15. Тебе лучше, знаешь, как делать? Тебе лучше каждый день покупать фурию и делать по 300 базовых. Каждый день это будет твои $15. Я думаю, Да. это будет лучший вариант. Да, согласен. Там больше кристаллов, я считал. Если каждый этот брать, то лучше. Как Тончик говорил, да? Че, победа? Ну, конечно, победа. Ну, Феникс сдох, все равно видно. А ну покажи своего самого сильного героя. У тебя, походу, Азрил, да? вроде? Лилит у меня самая Лилит? сильная. Да, я не знаю почему, но вот Лилит. Это без 392. бафа. Да, с бафом под 400, ну не 495 с бафом, да, где-то будет. А еще и без рун. Да еще и руны, если подкачать, да, вот эти вот все. До 400 можно будет довести. А если еще и понял? Снаряги поставить себе, чтобы больше силы давало. Да. Ну, я думал, скоро будет она 400. Сейчас чуть-чуть ей осталось. Нет, только на пропуск мага донить такая себе идея. У тебя вип будет нулевой. Вон, значит, таланты можно подтянуть. А, ну да, Ну, еще есть куда-то. То есть до 400 можно довести, по сути. С бафом до 400 легко. С бафом 400, я думаю, мне будет. Дальше вот у меня мой любимчик. Мой Том Круз, блин. Толк. Звезду пока не будешь, да, ему крутить? Не буду лучше. А смысла? Нет смысла сейчас золотые звезды делать. Ну, силы не так уж и много. Да, там. Вот про это он говорил, то, что кто немножко донатит, но донатит, очень удобно Да, вот здесь. вот эту штуку покупать. Очень рекомендую. 480 Потому у тебя. Смотри, она дает 650 алмазов и 120 еды. Даже если ты 650 алмазов... Не, там не 650, там вот 480 вроде было написано, но нажми еще раз. Общее, там же написано. это Да. Вон, видишь, А, всего 200. 480, да.
Ну, 480. Еще 120 стамины, и еще и фурию дает с добавок. Да, то что это выгоднее даже, чем покупать вот эту вот. Блин, вот это вот. Да, конечно, намного. Там получается, ну, больше Там кристаллов. 15 тысяч кристаллов получается, и не считая стамину еще. Угу. А Да, стамина плюс как стамина, бы плюс 120 фурия. стамины дополнительной. Я вот беру, у меня это фурия. Вот он. Вот, 584 Ну, штучки. до золота докрутить и все остальное в малочи влить. Но тебе малочи не надо вливать, поэтому... Да, молодец. Обидно, много всего валяется просто так. Да, особенно вот, я же показывал, да, скины на героев. Бесполезные. Ой, говорит, топом пошел. Ну, как топами? Но нужно же было победить хоть как-то. Кем фурию ставить? Фурию, ну, наверное, с героями, у которых есть кровяной навык. Вот и все. Так у меня фурию не качаю, особо никто ее тоже не качает. Я бы не сказал, что... Когда появилась фурия, я ее начал качать, потому что Азраиль под нее подходил. У Мгм. него была такая обилка, то что то наносит кровотечение, сейчас ее, по-моему, нету, того он оглушает. А она кидала именно оглушение, поэтому ее прокачали. Когда они Израиль изменили, смысл в ней пропал. Поэтому она вот ненужный герой. 594 висит. А потрачено в нее прилично времени и вот рун. И это вот фигово. Всего наихорошего. Спасибо тебе тоже, береги себя. Фурия хороший герой. Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то нет. Шоу рангов, арена, я из Бразилии, брат мой фанат тебя. Hello, Пола from Brazil. Говорит, покажи, говорит, арену рангов. Покажи арену. Арену? Угу, ну, рейтинг типа. А, Я так понял, наверное, своего альянса кто-то. Может, Безумный Макс? Или как там его? А что этот у вас кит вышел из альянса? Видел? ну, он домой идет. Он побывал в ДБЗ, сходил к Девилсам, сейчас домой пришел. Странный вопрос. Слушал озвучку героев? Да, слушал, но я играю без озвучки. Специфика Я тебе Шейн. тоже, а поначалу мне нравилось. Но сейчас уже Особенно такое. голос Аурай. Прикольно был. Да, у Мерлин тоже такой. У Мерлина вообще прикольный голос. Такой няшный, но вообще топовый. Но я уже убрал. Очень высокий. Yes. Покажи... Статы уже показывал вроде. Характеристику. Какую характеристику? Ну вот нажми на нее, нажми характеристики, да, вот здесь это статы. Нажми на вопросительный знак. Ой, не здесь, погоди, назад. Вот здесь, там где сила. Не, нажми Лилит, и там где сила вопросительный знак есть. Да, вот здесь. И вот здесь показывает уровень всего. Сколько силы дает, понял? Баф ядер, баф с души зверя. Привет, я сегодня за бой в арене получил 400 алмазов. Ты получил, потому что ты никогда не получал высокую эту? Или ты получил до сброса? Видишь бонус звезд судьбы? Это новая тема будет скоро. Где? Ну вот, нажми еще раз на вопросительный знак. И в самом внизу. Вон, видишь бонус звезд судьбы? Бонус звезды судьбы. Там, в самом внизу. Интересно, а что это такое? Это то, что было, когда бой загружали вначале. Там слева сверху была такая звезда, была серебряная. Ее потом убрали. Покажи, близ какое снаряжение у Азраила стоит. Сейчас покажем. Можно наказать пачки у Ульриха нету, видите, уже подсказали. А чего не топ-1? Потому что на топ-1 Подруга сидит. Подруга сидит, и нет смысла скидывать так-то. Пусть Мы сидит, друзья. получает, да. Акьякста Криса залутал из-за слияния, арена сбрасывается. Да, это да. Там сбрасывается, и нормально можешь залутать, так сказать. Главное топ-1 взять, там вообще четко будет. Пожалуйста, Антон. Че, у нас тут еще вопросик есть? Либо мы уже будем потихонечку... Ой, сегодня много актива у нас, Все лайки, да, поставили? Все лайки.
Те лайки, хотя бы свои лайки там закинули. Так, вот так, вот так. Вот такой вот сильный аккаунт, прокачанный с артефактами. Вот, видели, да, то, что артефакты это очень дорого и практически невозможно для обычных ребят. Интересно, вернут медитации? Вернут только в новый ивент будет. Новый ивент будет отдельный от... Да, я думаю, что там будет надо тратить не только медитации, и Мгм. тогда тебе будут давать еще медитации. Ну, видишь, Я думаю- они прохавали то, что, типа, давайте не кривить душой. Слабачки все-все-все начали тратить и залетать туда. Да. 72 лайка, Лева, по рекорд. Да, пойдем праздновать. Не то, что слабачки, а те, кто, как по их мнению, недостойны иметь много медитаций, начали иметь много медитаций. Уже 74. Да, потому что вон, смотри, сколько этих молитв у меня. Ну, 39 синих у тебя. Но и молитв дофигища. Но у меня у фиолетовых, кстати, нормально на медитацию. Ждем акцию. Так, а где они фиолетовые шары? Они бы так... Да, согласен насчет твинов в рулетке, это полный бред. Какая душа у Зрилы? Дракон стоит. Желтый дракон. Да, потому что он дамажит, ему дракон хорошо, плюс есть вероятность контрольца выйдет. Бесит, что они старым героям не дают скины. Там почему дают потихонечку. Видишь, сейчас Ариэль получила скин. Потом Феникс будет, может быть, Флинт. Потихонечку будет подбивать героев. Ну тут Брау, это сложно очень качать. Блин, у меня тоже по рунам. Скоро 111 когда будет, я вообще офигею тоже по рунам. И тут я застопорюсь. Какие гиром хорошие, кроме легенд, герои? Если физпак, то много хороших героев. Это вот Рэмбо, бесплатный герой. Рэмбо Сью, ну какой так себе. Макс хороший. Аврора одна из самых топовых для именно для бесплатных, для физов. Кто там еще из бесплатных? Ну, Леона вначале качают хорошо. Там все зависит от стадии игры. Молодцы, ребят, хорошая работа. Спасибо. Магия. Ну, магами сложно бесплатными играть. Очень сложно. Нету таких сильных бесплатных магов, понимаешь? Просто нету. Ну, там есть там, кто там? Ну, Мерлин, да, хороша, как из магов. Суппорт. Ну, сейчас очень Патра. хорошо тянет Актуон. Если Актуона взять, других магов... у нас, Ну, а кто он-то не по-моему, бесплатный, видишь, он говорит из бесплатных. Но, понимаешь, сейчас чисто бесплатными магами вообще не поиграть. Невозможно, да, Нужно лучше забей. усиливать, вот у нас, кто у нас, киллер, по-моему, вот у него очень такой необычный пак. Вот. С Патры, наверное, или нет? Ну тоже, видишь, Он- как бы топ-5, ну, вот видишь, 4 топовых легенды и Мерлин, как бы, да? Нет, это не у него, по-моему, или у него. Карна, короче, у нас у кого-то стояла, что-то уже Карна забыл. тоже сильно. Ну, я бы все-таки лучше Патру брал бы для движухи всякой. Ты для знаешь, Патра, она что-то падает. И она была когда-то вообще имбовой. А потом ее взяли и что-то подхимичили, и она стала, ну, не очень. Патра, ну вот видишь, вот тут в этом паке неплохо у меня смотрится. Вот с Пуланом, Ариэль. Я просто не могу показать эти Бой, да. состояния. Can he make lineup Merlin? He have not strong not strong Karna and Merlin. Какую душу ставить ниже? Какой у тебя душа стоит ниже? Тиамат, наверное, да? Или нет? Неже. Или дракон? Я думаю, Тиамат, У наверное, меня стоит. этот стоит. Не дракон. Тиамат. У меня чудовище стоит. А, но Тиамат, наверное, ей лучше будет, да. Ну да, что ультовало. Пока-пока. Патра у меня умирает последний. Это очень странно. Все Патра зависит от умирает первым. того, кого атакуешь, и того, насколько у тебя Патра. У тебя может быть Патра на дофига сильнее, чем остальные герои, и ты только задел на Патру будешь делать, понимаешь? Ой. Вот с вебкой сложно то, что нельзя развалиться так. Сейчас бы развалился бы. Ноги на стол, и все было бы супер. Так приходится ровно сидеть. Что у нас там по стримчику уже? Больше часа, уже почти 2 часа. Я думаю, давайте еще, наверное, минуточек где-то 10 и потихонечку будем заканчивать. Ну, Потому что какие-нибудь вопросы. Да, если вопросы есть, задавайте. есть. Задать вопросы по аккаунту. Обычные вопросы что? На обычные вопросы я могу подключать на любой стрим.
А тут по аккаунту есть же. Есть же. Карна из бесплатных магов рулит, да. Рулит, но мне больше Патра нравится. Но Карна рулит. Карна больше урона наносит. Но Патра больше как бы а-ля усиливает некоторые паки. И у Патры крутая, очень крутая, это, как ее зовут? Скажи мне, я тебе скажу, капитанка. Нельзя кое-что почесать. Ты про голову? Голову чешу, смотри. 200к на 103 уровне. 200к на 103. Ну, неплохо. Хороший уровень. О, хорошая сила на 103. Сейчас, тем более, то, что прикол, уровень быстро апается, поэтому да. Криста. Ой, ну Криста это вообще отдельный вопрос. Ну, покажи свою Криста. Это герой, который непонятный. Криста тут силы очень много, особо нет не прокачано, но сил дофига. Да, то, что Криста вот это вот не та легенда, которую порекомендовал. Ну, на данном этапе вообще. Может, он там какое-то пробуждение интересное получит. Но Криста сейчас, ну, такое себе. Блейн, я забыл Блейна. Ладно, самый топовый маг из бесплатных это Блейн на первом месте. Спасибо, что напомнил. Забыл. Да. Самый топовый. И топовее, чем некоторые легенды. Я бы его даже сравнил сильнее, чем... То есть сравнил бы его с Терезой, и Блейн потоповее, чем Тереза. Ну, нет, я бы не сказал. Я бы сказал, Вот, потому хороший что... пак, вот этот вот классический, очень старый, вот у меня третьим стоит. Подбросовый? Да. Вот туда подходит. Хорошо пак работает сейчас. Потому что в один момент, когда появился Актуон, пак стал вообще не актуален. А сейчас вот опять вернулся, можно использовать. Блейна Вот. потихоньку, мне кажется, апнули. Ноги на стол и пивка кружечки. Я пивасик не пью, а вот чёчек пил. Видите, с пандой? Ну-ка, видно, интересно, панду? Панду видно? О, да, чёчек пил уже, но закончил чай. Лень идти за новым чаем. Чайком. Блейн лучше сейчас, чем Тереза. Ну, я тоже так считаю. Ну, типа, не то, что их нельзя сравнить, потому что у них разные роли. Блейн это контроль, как бы Тереза тоже контроль, но у Блейна не так много урона, у Терезы намного больше урона. И они типа как бы вместе. Про Нежу, плиз, что-нибудь. Что про Нежу сказать? Хороший герой. Что еще сказать? Ну, не лучше. Сейчас, если танки выбирать, то это либо Флинт, либо Лусти. Лусю добавили, Нежу пофиксили. Добавили Неже скин, ее еще больше, чуть послабее сделали. Сколько Она лет? такая сейчас. Она у меня стоит в ядпаке. То, что ядпак сейчас не актуален, но вот у меня 5-го пака нет. 5-й пак, вот ядпак. Where are you? I'm from Ukraine, bro. I'm from Ukraine, he from Russia. Сколько лет играет в игру? Сколько ты играешь? Года 4, да, если не ошибаюсь? 4 плюс, наверное. Ну, да, где-то. 15 лет играет. Шоу Прокталия Босс. Прокталия Босс. А he can't show, он не может показать, потому что он уже прошел. Нет, почему? My Boss. А ты не сможешь показать босса? Или ты не прошел? Фракталию? Да. Не, я не проходил. Чтобы показать босса, он должен пройти сейчас фракталию. А что у тебя по боссу? Сколько по силе он? 1 500 000, да, наверное, максимум. Да я не знаю, я не обращаю внимания, я на авто прохожу. Потом, как будет проходить, скрин сделает и покажу. Кого бы взяли из фрактальный легенд? Смотря кто тебе нужен. Лилит. Вот что мне нужно, Лилит, либо Смоук. И либо Тереска. Вот пока что акцент на этих 3 героев идет. Я Лилит уже взял. Как бы висит бесплатно. Будет Ариэль, возьму, и Ариэль тоже возьму. Хейли или Смоук? Смоук 100%, че гонишь, что за вопрос? И опять же, и Смоук подходит. Да, а ее вроде апнули, она вроде что-то как-то интересная, но вот пака под нее нету. Ну вот не знаю, и все, то что какой-то герой странный, то, что Очень его ни странный. туда и не сюда. Вроде и неплохо, но и нехорошо. А Смок актуален, да. Хотя его сейчас тоже подрезали. По-тихому подрезали, если что. Ну, как и всегда, да, по-тихому подрезали. И он стал умирать. Потому что до этого он жил очень хорошо, а сейчас он падает достаточно легко. Сейчас посмотрим. Не стоит у него. Могли его потестить. Ну, что тут тестить? У меня на арене я оставил смока, у меня он выносил.
Теперь я ставлю смока против магов, и разворачивается назад Тереза, и просто за 1 секунду убивает. Либо ставлю против физов, разворачивается точно, назад мы же Бразильда. Саню тестили. О, кстати, у Саня же есть там вроде, да. Мы что-то тестили недавно, у него смог что-то падал. Не найду, устарелось. Ну там очень почему-то смог очень быстро ложился, причем от Терезы, и мы не ожидали. Хелли рандом-то всех. Да, да, Физов то давно рандом. попиксели. Я даже не вспомню, когда они рулили. В начале сервера, когда нас объединили, тогда физы решали. А сейчас Как много лег. волнами, может быть, физов. Но мне фигово, мне перекачется, потому что у меня физы реально не Ну прокачиваются. что, у тебя Азраил, физ, это раз. Данхильд, физ 2. Уже что-то есть. Ты, кстати, Робина потихонечку тоже не забывай, потому что, видишь, он башни Откуда он до топовый. Робина никак не дойдут руки. Ты посмотри, это вот тут, ну, даже Ну да, если не качать, творится да еще невозможно. тут, я не знаю, до конца века он поднимать, а мне еще надо этого. Вот его поднять еще надо. Там такая очередь, ты офигеешь. И вообще я бы вот рассматривал вот Ксеркса. Ксеркса я обратил внимание, ребята ставят На выход. Ну, он убрал уже. Убрал, странно. Ну, интересный герой, он прыгает за спину не своим, как раньше, а за спину врагов, и все переключаются на него. И пока они переключаются на него, твои дамагеры могут нормально работать. Пак, Флинт, Феня, Блейн, Лилит и Актон, кого поменять? Да никого, хороший пак. А чё, у тебя кто-то умирает из них? Ну, типа... Может, за место Лилит поставить Терезу, наверное, не знаю. Либо Эдвин. Ну, Эдвина тоже никто не качает. Ну, хороший пак, что менять? Ты должен сам ответить на свой вопрос. Кто у тебя умирает, кто у тебя меньше урона наносит. Триси, Дэнни. Чего-чего? Говорит, кто, говорит, самый сильный? Who's second strongest? Второй самый сильный? Нет, Дэнни сильнее Триси. Да, Дэнни. Ну да, Дэнни сильнее. Дэнни сильнее, а кто такой Фаи? По-моему, он с Триси равен. Где ты? Где ты? А ты, ну... Он сильнее даже Триси. Ну да. То бишь, я, Дени, Святогор, Триси. И потом, да. На 7-м Таха висит. Угадайте с 2 раз, кто это Таха. Я недолюбливаю этого героя, я вообще не понимаю, как он сейчас работает. Но в паке он у меня стоит. Единственный пак, который я ему подобрал, это вот сверху. Ну, хоть как-то чтоб дефолс, да. Просто смысл в том, что Пулан стоит неплохо и плюс контролит, Патра контролит, Ариэль защищает, и Кинокс тоже подхиливает, защищает. Всю работу там делает Вортекс. Главное, чтобы они все работали на него. Главное, чтобы он ультанул и все. Ну, там не один раз должен ультануть. Но я могу показать, как пак работает. Я не знаю. Хороший пак, мне очень нравится. А ну сейчас 2 секунды, я подойду. Сейчас. Так, все, я здесь. Быстро ушел, быстро пришел. В процентах, как много лег, которые хуже некоторых нелегендарных, если можно в процентах. Очень много. Много беспонтовых лег. Харон, Шмарон, 50% вот я назвал тебе. Вот и все. О, это этот полуядпак, да? Война, по сути, странных паков. Не актуальных сейчас. Ну как, не метовых паков. Но это твой 4-й, да, я так понял, для битвы королей? Ну, 3-й. А Экинокс у тебя хиляет кого, мне интересно? По ходу этого... Ну, видишь, мы упали. Ну, я не сказал бы, что ты проиграл. Мне кажется, ты выиграл. Сейчас, если Экинокс Экинокс бесполезный бомж. Экинокс дождался. Экинокс, он реально очень непонятный. Вот
Он и не отхилил ничего особенно. Вроде сильный, вроде... Мне кажется, тут Овидий был бы намного лучше для тебя. Даже, наверное. Не думаю, можем, конечно, А попробовать. ну есть Овидий? Попробуй вместо Эки поставить Есть Овида. у меня Овидий. Можно попробовать сейчас еще раз. Давай еще раз, да, Патра Агарас по мне лучше. Но если у тебя Патра дохнет, то Агарас. Если Патра живет, то Феникс тоже неплохо. Ой-ой-ой, полетел. Ну вот, там вот Эки не ультует, Эки не ультует. А он не захилял никого. Ну, победа тут, как бы, видите, да, один раз проиграл, один раз выжил. Я пошел на вторак на ютубе, добьем 80 лайков. Давай. 77 уже. 77. 200к, и что-то он не особо защищает. Может быть, да, кстати, Овидий, может быть, Пробуй Овидия. Может, будет лучше. Я и не знаю. Просто будет сложнее его паку против Овидия. Ну, мы сейчас на Тахина можем что-то поэкспериментировать. Патра раньше была имба, сейчас ее подрез... Да. Раньше это, смотри, еще когда раньше? Она была имба раньше, ее подрезали, ее еще раз подрезали. Ой-ой-ой, победа. Видишь, не дает хилять вообще никак. То есть у него герои ничего не получили. Вот в чем прикол Овидия. И Овидий больше живет, чем Экинокс. Прям он... Я так говорю, Экинокс, он неинтересный герой. Я пошел, это я уже читал, нифига. Никита пишет, я гей. Ну, Никита, Поздравляю. бывает. Поздравляю, да. Раз ты гей. А сейчас сдохли, да, все? Угу. Ну, как бы, 2 из 2, 2 из 2. Китайский рандом, да. Да. Chinese рандом, так сказать. Ну, так больше не на ком, если только на Тахе показывать. А что-то на Тахе можно. Ну, вот на Тахе что стоит? Хотя это надо ставить, да, там, если поставить какой-то физпак. Какой пак поставить против? Да поставь его основу, наверное, какую-то. Или основа будет выноситься. Я не знаю, сейчас посмотрим. Давай. Давай сначала этим... Экидоксом? Да, с Экиноксом. Посмотрим, что выйдет. А МНМ не гей. Ну вот вы встретились, можете подружиться, гей и не гей. Попробуйте переманить друг друга на свою сторону. А через пару месяцев скажете, кто выиграл. Ты видел, у тебя этот ультанул, шторм ультанул, а Экинокс их спрятал, и что он, по сути, типа, урона особо не нанес. Но все равно, походу, победа. Хотя... Азраил выжил, да? Понятно, ладно, проиграл. Все, Азраил не отпустит такой, с актончика. А, это тот же самый, я понял, это МНМчик залетел со второго аккаунта. Биполярное расстройство, повезло. Ну, бывает. Думи. Думию нужно качать, потом показывать. Сейчас он не особо прокачанный. Вот, 2 раза Вортекс видел? Да. Не успел даже улететь, еще раз ультанул. Да. Ну, сейчас победили. Сейчас победили, да? Там Вортекс дикий. Смотри, как живет. Его лупят, а он один живет. Ну, Флинтов, когда он один остается, он такой, так, я что, один остался? Я не хочу умирать. Да, я не хочу умирать. Ну, 3-й раз можно пустить. А у меня друг говорит, что он лесбиян, девок только любит. Ой, ну я бы так не называл себя на самом деле. Я просто назвал бы себя обычный, как бы. Ой, ну тут вообще, походу, что-то вообще... Ой-ой-ой. Прям в кашу. Что-то вообще в кашу вынес. Ну, видишь, ты в прошлый тоже выиграл бы так. Если бы Хороший выиграл пак. бы. Да, хороший Учитывая, пак. что этот... Мой, по-моему, слабее пак. Да, у тебя силы поменьше. Чуть-чуть даже поменьше. Нет, очень хороший пак, он мне нравится. Вот. 80 лайков, спасибо. Че, потестили? 81 уже. 81 уже. Уже 2 часа вот ровно. Потестили все. Че, я думаю, потихоньку заканчивать. Показали, так сказать, вам мега-гипер-донатный, сильный, мощный аккаунт. Если хотите также, то
Донатьте, закидывайте. Но это все сложно. Спасибо тебе, Леха, за помощь. Жесткий актив тут у нас вообще собрался. Надеюсь, следующей неделе будет у нас Facebook работать и будет у нас Neverland. Если я у себя не буду у себя, если не буду, то я буду вот с ребятами на Невере. Анонсик На потом Тахе сделаю. как раз, Да, вот на которого Тахе. мы сейчас били. Вот, на топ-7. Ну, покажи его-то, чтобы видели. Таху? Да, на ринке. Давай потом Святогора. Да, всех потом. Таха потом по-любому будет на стриме. Вот на Тахе, вот на этом аккаунте потом будет на стримчике. Neverland будет. Всем спасибо. Спасибо, Катерин. Разговоры не в тему, в чат другой делаете. Вот, правильно. Ну, всем спасибо. Продавайте себя на зачатие и донатьте. Ну, что-то типа того. Продавайте на зачатие. Все, всем спасибо. Спасибо тебе еще раз. Да нет. Заканчиваем. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока. Так, сейчас